Ребят, всем здравствуйте! В данном видео хочу показать и поделиться с вами результатом вот этих вот орхидей, которые я сейчас спасаю, восстанавливаю и кого-то реанимирую. И также хочу рассказать о тех препаратах, которые вы можете использовать на момент их восстановления. Ну что, давайте начнем. Какие-то из них сейчас мне нужно будет полить, а какие-то, ну, не стоит. Давайте начнем вот с этой орхидеи. Про нее вы можете посмотреть в данном видео. Эта орхидея была мне отдана, но по истечению времени у нее испортилась корневая система, мне ее необходимо было сюда пересадить. Пересадка была 25 декабря. И давайте посмотрим на состояние ее здоровья. Тургор, насколько вы помните и можете посмотреть в том видео, был у нее, конечно, плохой. Сейчас меньше месяца прошло. И посмотрите, какой хороший, идеальный тургор. Все восстанавливается, все нормально. Единственное, что минус какой идет, это вот этот листик. Возможно, что орхидея именно отсюда берет питательные вещества. Это, в принципе, нормальный процесс. Если бы желтизна шла от основания к концу, это было бы плохо. Но если желтеет от конца к основанию, это нормально. Но и тот момент, что вообще от старения листья, они начинают желтеть по очереди. То есть изначально должен был пожелтеть этот листик, а потом вот этот. А здесь сначала идет этот лист, а теперь вот этот. И именно он желтеет. Но панику я не развожу, ничего не делаю, не обрезаю. Насколько я смотрю по орхидее и считаю, что почему он усыхает и почему он желтеет. Видимо, та корневая система, которая питала этот листик, она просто-напросто перестала работать. И поэтому лист сейчас усыхает. Бывает такое у орхидей, что какая-то часть корневой системы отвечает за какой-то лист. Это есть у орхидеи. И по состоянию ее корневой системы на сегодняшний день, если мы посмотрим, все пока стабильно. Но есть корешочки, вот этот вот вдали, он слегка желтеет. Возможно, он подпортится. Пока также панику не развожу. Вокруг орхидеи с бубнами не пляшу. Есть, да, корешочки местами, но незначительно. Пока все держится, все в норме. Вот этот корень продолжает свой рост. И также замечаю, что вот новый корешочек, который хочет прорастать. И на данный момент я считаю, что состояние у орхидеи удовлетворительно. Продолжаю, ребят, лечить ее именно фунгицидом. Пока никакие стимулирующие препараты ей не даю, потому что корневая система вроде бы более-менее нормальная, но все равно есть вероятность того, что она может подзагнить. И чтобы предотвратить этот процесс, я ее сейчас продолжаю лечить. Как только я увижу, что корневая, ну, допустим, по прошествии месяца-два, является такой же хорошей, нормальной, ничего не гниет и не портится, тогда уже можно будет, конечно, к ней применить какие-то стимулирующие препараты. Про удобрения я на данный момент вообще ничего не говорю. И давайте сейчас сразу покажу те препараты, фунгициды, которые у меня есть в арсенале, которыми я буду лечить эти орхидейки. Есть, ну, так скажем, 3 вида фунгицидов, насколько я поняла для себя, может быть, их еще какое-то большое количество. Это именно биологические препараты, вот они здесь у меня на низу лежат, то есть это именно те препараты, которые содержат живые споры и клетки почвенных грибов. Фитоспорин М, он содержит также природный компонент Subtilius bacillus. Именно этот же компонент находится вот в таком препарате. Именно этот препарат, я привыкла с ним работать контактно. То есть корешочек можно где-то подмазать. Если на стволе нет каких-то откровенных гнилостных процессов, ну, допустим, был снят листик, тоже можно этим препаратом примакнуть. А этот жидкий, его лучше всего добавлять в качестве профилактики, когда вы приносите домой новую орхидею, чтобы не было никаких гнилостных процессов, его можно также использовать. Subtilius bacillus содержится еще вот в этих двух препаратах. Спорбактерин и инсектобактерин. Видите,
Вот посмотрите, какие здесь содержатся грибы. Субцилиус бациллиус и триходерма вириды. А этот препарат, он мне нравится больше, потому что в нем содержатся не только живые споры и клетки почвенных грибов, а также стимуляторы роста, хитозан и интарная кислота. Если производитель такое предлагает, что в одном месте могут содержаться и биологические препараты, еще стимуляторы роста, но значит они совместимы. Вообще биопрепараты с какими-то химическими препаратами соединять не стоит. Но, видимо, они уже все это исследование провели и решили, что можно сюда добавить. Кто-то говорил о том, что это маркетинговый ход, но не знаю. Я использовала именно вот этот препарат, и он также помог моим орхидеям. Триходерма вириде, ну она мне здесь запечатанная, я ее использовала вот на этой орхидее. И посмотрите, почитайте, пожалуйста, вот этот вот комментарий. Девушка мне написала о том, что триходерма вириде может там окончательно убить корневую систему, что она вырабатывает не только полезные грибы, но еще и вредные. Говорить можно много. Мой личный опыт показал, что триходерма вириде хорошо восстанавливает корневую систему. Ну, прямо у таких орхидей, которые в тяжелом плачевном состоянии. Вот эта орхидея практически вот в таком же состоянии. Да, у нее изначально оставалось 4 листа, 2 нижних она отсушила, и осталось всего лишь 2 листика. Вот прям действительно вот все такое увядающее, листочки пожухшие, все, и казалось бы, но уже ничем не спасти. А нет, я ее прям смогла восстановить. В этом видео можете про нее посмотреть, очень интересно было. И посмотрите, практически за год я ее лечила только лишь биологическими препаратами. Триходерма вириде, микоризу добавляла. И в последний раз уже именно вот этот препарат инсектобактерин. И состояние ее на сегодняшний день вот такое. Это все листья новые, обновленные. То есть орхидея восстановилась с нуля. Все то старое, все эти листья, которые были, она их, ну так скажем, съела, засушила. Корневую систему она полностью сгноила. Вот это все, что сейчас здесь наросло, это все наросло с нуля. И только лишь благодаря триходерме вириде. Ребята, это ни в коем случае не реклама. Это мой личный опыт, который говорит сам за себя. Вы можете писать все, что угодно, но я с вами буду спорить. До победного буду спорить и утверждать, что триходерма вириде, может быть, да, я не знаю, я не биолог, какой-то вред она растению несет, но основываясь на этой орхидее, я вам хочу сказать, обратно, все растет, все наращивается. И уже, может быть, к весне орхидейка, дай Бог, порадует меня своим цветением. Изначально я ее как вообще содержала и выращивала, когда у нее было такое состояние. Я убедилась в том, что корневая гниль, которая была, она отступила, отошла. И уже потом полностью содержала ее в пакете, вот в этом парниковом эффекте. И результат был колоссальный. Так что хочу сказать, что вот эти биологические препараты, вот эти вот, они у вас в аптечке должны быть как для профилактики, так же и для восстановления. Далее идет у нас на очереди, ну уже, так скажем, посильнее именно фунгициды. Вот такой природный антибиотик фитолавин. Он мне также нравится. Он у меня препарат рабочий, можете приобретать, в наличии есть. Использовать его можно ровно так же, что вы приносите домой орхидейку и профилактируете фитолавином. Контактно можно работать не разбавленным по стволу, что-то где-то примазывать. Но опять же, если нет вот этой откровенной гнили, там черноты и все такое, с этим он уже не справится. И его лучше всего использовать в профилактических целях, а именно как лечение он не подойдет. Для лечения, прям для конкретного восстановительного тяжелого лечения подойдет вот такой хороший препарат Привикур Energy. В наличии, ребят, также есть. Обращайтесь, Почта России отправлю. Не замерзает, потому что я их хорошо утепляю.
Это инновационный препарат, фунгицид, который лечит, плюс в нем есть стимулирующие препараты для наращивания корневой системы. Сколько я вам не говорю, вы, наверное, видите множество моих видео, и я постоянно говорю именно про Привикур, потому что он, ребят, работает, и отказываться я от него не собираюсь. Далее идут уже, ну, так скажем, более сильные препараты, которые есть у меня. Это Максим. Я работаю с ним только контактно. То есть беру на кисточку, намазываю, что-то где-то возле шейки полечили, какую-то черноту. Но именно работать как в качестве полива с ним нельзя, потому что он корневую систему сушит, а особенно сушит те корешочки, которые растущие, но активные. Лучше всего использовать контактный. Также он необходим, он должен у вас быть. Фундазол, который много все время критикуют и говорят, насколько он вредный и все такое. Да, у него класс опасности 2, но я 7 лет им пользуюсь и в аптечке его содержу. Благодаря этому препарату я вылечила тяжелое заболевание у орхидеи резоктониоз. Вот она, эта орхидейка. Видите, была пролечена. И вот сейчас вот уже замечаю, что появился рост нового листика. Также вот этот новый лист, он не повреждается. Резоктониоз именно проявляется с тем, что отсыхает в любом месте, и любой лист, даже новый лист, может начать чернеть. Это говорит именно о том, что резоктониоз. Также у ствола начинают усыхать корни. Все промазав, все пролечив, добавив его в грунт. Орхидея, ну, по крайней мере, на данный момент стабильная. Вот корешочки, деточки здесь пытались выпустить, и также они не усохшие, они такие плотные, твердые, нормальные. Именно вот такой препарат фундазол – это самая тяжелая артиллерия, которая есть в моей аптечке. Я лечу орхидеи как местно. У шеи тоже какую-то черную гниль, если была, могу пролечить. И его я добавляю в полив. Но это уже когда пипец какая критическая ситуация. Если Максима мы также можем работать точечно, но на корни он плохо влияет, а фундазол нет. Он нормально, не сушит, даже наоборот хорошо лечит. И вот такие вот препараты, именно фунгициды, которые есть у меня, я ими пользуюсь. Их вообще, ребят, огромное количество. Сейчас пошли модные японские препараты. Я один для себя приметила, его, скорее всего, прикуплю. Но, знаете, огромное количество препаратов, но держать и дома их смысла нет. Вы выбрали что-то для себя одно. Допустим, вот выбрали себе, ну, тот же самый жидкий фитоспорин для профилактики. Выбрали себе триходерму вириды, тоже вот для лечения, как у той орхидейки, которую я показала. Максим, если вы боитесь фундазола, можете работать точечно Максимом. Привикур, ну прям я говорю, он, ребят, реально у вас должен быть. Не у меня покупайте, где хотите, там приобретайте, но вот он прям должен быть. И это все препараты, которые работающие. Без них, ну никак абсолютно. Сейчас именно такое время года, когда зима. У меня особенно холодный подоконник. Иммунитет у растения падает, и начинаются какие-то заболевания, похожие вот на эти. И без аптечки, содержа орхидеи, но вы ничего не сможете сделать. Каким-то толченым активированным углем, корицей, да бог с вами. Ничего вы ничем не поможете, и орхидейки не спасете. Это то же самое, как и для нас, когда мы заболели. Да, где-то нам можно и противовирусную таблеточку выпить, а где-то необходимо уже брать антибиотики. То же самое и в аптечке для орхидей. Что хочу сказать насчет вот этой орхидеи. Я ее сейчас буду пролечивать именно привикуром, потому что состояние корневой, но не является такой нормальной. Она еще пока нестабильная для меня. Я даже на нее смотрю и понимаю, то ли ты загниешь, то ли ты будешь нормально в будущем расти. Я не знаю. И именно привикур мне на данный момент будет помогать. Разбавлять его сейчас не буду, потому что орхидея политая, и смысла поливать ее уже нету. Но в каждый, абсолютно в каждый полив я его добавляю. 1,5 мл на литр воды. Вода не должна быть из-под крана, хлорированная. Любая, отстойная, кипяченая, профильтрованная, иначе работать не будет. И чтобы не быть голословной, для моих постоянных подписчиков, они уже знают эту орхидейку, именно этот препарат смог мне помочь восстановить этой орхидее корневую абсолютно с нуля.
Потому что я купила изначально, вот в этом видео можете про нее посмотреть, с гнилой корневой. Усадила сюда, я знала, что она полностью нестабильная и она сгниет до конца. Но постоянно, в каждый полив добавляла, добавляла, добавляла. И результат вообще ошеломительный. Этот результат, он мне, ребят, нравится. Сейчас я держу орхидейку вот так, в воде, так скажем, в болоте, для того, чтобы вот эти корни, они тянулись туда в воду. Если бы здесь были какие-то нормально хорошие растущие корешочки, так бы орхидею я уже не могла содержать. А сейчас можно, потому что там корней нет. И чем будет ближе влага вот к этим корешочкам, тем быстрее и лучше они будут туда тянуться. И с момента ее лечения, восстановления прошло 3 месяца. Вот так орхидея себя чувствует, рост идет, дай бог, восстанавливается, и все у нее хорошо. Только лишь благодаря этому препарату. Сейчас я уже вижу, что корни, они активные, и поэтому привикур уже я не использую. Можно использовать любой стимулирующий препарат, который дает сил, энергии для восстановления. Но ни в коем случае не удобрение. Удобрять буду тогда, когда все вокруг заполонится, разрастется корнями. И вот эту орхидею я также восстанавливала благодаря привикуру. На видео у меня ее не было, просто я ее экстренно сюда пересадила. Ну, та же самая ситуация, корневая гниль. Листы вот эти она, скорее всего, может быть восстановит, но только тогда, когда корневая система разрастется. Пока сил на восстановление этих листиков ей не хватает. Вот эти еще пока листики держат нормально. И давайте посмотрим, вот такая вот у нее корневая. Единственный тот момент, который мне, конечно, нравится, это вот рост корешочков. Вот этот, видите, корень закукливается, но вот этот корень нормальный, активный. Так, и вот здесь также внутри вижу вот рост нового корня. Сейчас я уже вижу, что состояние ее корневой стабилизировалось. Вот эти корни, которые изначально были в грунте, они не гниют. И здесь также никаких гнилостных процессов нет. Теперь уже могу использовать любой стимулирующий препарат. Фунгицид, он ей не нужен, потому что стабильная, нормальная корневая система. Вот к этим 3 орхидеям можно применить биологические препараты, потому что я на них смотрю и замечаю какую ситуацию. Давайте вот по этой орхидее, у нее сейчас, они в принципе все одинаково по состоянию здоровья, только у этой относительно свежая пересадочка. Это орхидея, которая изначально шла на продажу, потом началась корневая гниль, и теперь я ее героически, ребят, спасаю. В общем, вот такая корневая система внутри. Вижу, что по прошествию месяца, уже практически месяц, у нее нормально, ничего не портится, ничего не гниет. А все, ребят, благодаря привикуру. Вот вы не поверите. Как хотите, так и думайте. То ли это реклама, то ли это действительно так и есть. Но сейчас я уже привикуру, так скажем, тяжелую такую артиллерию уже применять к ней не буду. Даже вот вижу, что корешочек начинает раскукливаться. Я ей дам просто лишь-напросто биологический препарат. И вот эта орхидея, которую я сама загубила, в этом видео про нее посмотрите. Сама загубила, сама продолжаю ее восстанавливать. Изначально пересадка была у нее в мху, но там она не прижилась. Я там тоже согрешила, не так ее усадила. И, в общем, вот на данный момент... Пересадка была также менее месяца назад. Смотрю, что пока что все у нее стабильно. Гнилостных процессов никаких нет. Привикуром также ее проливаю. Может быть, еще знаете, почему она так долго вообще не выходит из этого состояния. И вроде бы и ни корни не портит, но и в то же время она их и не наращивает, стоит на одном месте. Возможно, что орхидея находится в тяжелом стрессовом состоянии. Бывает такое, что у орхидеек стресс, и они потом долгое-долгое время не могут восстановиться. И вот эта орхидея, которая также шла на продажу, вот сейчас я ее восстанавливаю, и восстановление проходит у меня успешно. В этом видео вы можете про нее посмотреть.
И давайте посмотрим, ну вот сначала на листочки. Листочки, смотрю, что начинают твердеть. Прям вот вижу, все, да, твердеет. У нее такая стимулирующая посадка. То есть, видите, где она находится, даже в половину находится, сидит. А здесь она размещена, то есть не на самом верху где-то вот здесь, а именно внизу. И чем ниже при стимуляции, при реанимации мы орхидеи усаживаем, тем быстрее они начинают наращивать корни. Потому что вся влага находится именно в нижнем уровне и в середине. Вот такой результат у меня на данный момент от этой стимулирующей посадки. Вот там видно, что корешочек также новый прорастает. И состояние у нее такое нормальное, стабильное, уже не критическое. К ним без опаски можно сейчас применять триходерму вириды, либо инсектобактерин, который содержит субтилиус бациллиус. Так, здесь триходермы нет, но есть хитозан и янтарная кислота. И для данных орхидей я буду выбирать именно вот этот препарат. Триходерма вириды, я его все знаю, как он работает, и могу с уверенностью сказать, что даже вот этим орхидеям он поможет. А нет, давайте мы с вами все-таки поэкспериментируем, и эти два препарата мы возьмем сюда в видео, потому что сижу и соображаю. Так как здесь есть стимуляторы роста, вот к этой орхидее применить вообще без проблем можно, потому что гнилостных процессов абсолютно никаких нет. Идет рост новых корней, и это говорит о том, что именно стимулирующие препараты ей нужны для восстановления и для сил. Не удобрение ни в коем случае. Также у меня в комментариях ранее было: вот, вы используете удобрения. Да никогда я не использую удобрения. Вы о чем говорите? Вы смотрите мои ролики очень внимательно, а потом меня в чем-то упрекайте. Удобрениями вообще редко пользуюсь, вы в этом сами знаете. Но стимуляция для восстановления необходима, прям, ребят. То же самое, что мы после болезни, нам витамины для иммунитета необходимы. В этом препарате содержится стимулирующее. Значит, сюда ей даю этот препарат. И также вот к этой орхидее я хочу применить именно этот препарат. Может быть, вижу, что гнилостного процесса нет, может быть и необходима именно стимуляция. Именно та же самая янтарная кислота, насколько мы знаем, янтарная кислота — это ой, какой хороший препарат, и все мы его любим. Поэтому две орхидейки беру именно на этот препарат. А сюда я сейчас орхидею стараюсь, также вижу, что гнилостного процесса уже нет. И подливать, вы видите, какой грунт у нее влажный, потому что я стараюсь в уровне дренажного слоя, именно кокосового волокна, чтобы там вода постоянно она находилась. Ну, так скажем, и для стимуляции, и все такое. Но так делать можно ровно тогда, когда нет гнилостных процессов. Не дай бог, вы орхидею с нестабильной корневой системой усадите и будете воду держать в поддоне, вы просто-напросто все сгноите. А триходерма вириды, она сама по себе живет и прорастает именно во влажной среде. Если вы будете содержать, ну, насыпите препарат и будете содержать орхидею, ну вот в такой сухости, так скажем, видите, грунт у нее сухой, ее нужно полить, то триходерма вириды здесь жить просто-напросто не будет. Поэтому думайте, прежде чем что-то применять, и знайте хотя бы какие-то азы по этим препаратам. Триходерма вириды и все те препараты, что вы здесь видите, они есть у меня в наличии. Производитель говорит о том, что необходимо 3 грамма на 1 литр воды. Но для одной вот этой орхидеи 1 литр воды, это, конечно, будет много. Поэтому я постараюсь, ну, более-менее приближенно к 1,5 граммам отмерить. У меня весы только 1, там 2 грамма дает. Ну, где-то вот примерно вот столько хватит. И необходимо изначально развести в 100 граммах теплой воды, а потом уже довести эту консистенцию до 1 литра. Но я буду использовать не литр, а 500 миллилитров. Полностью растворила триходерму. Градус где-то должен быть 45, чтобы она быстрее растворялась. И довожу до 500 миллилитров. Пусть у меня грунт даже уже сейчас увлажненный, но я орхидею еще раз пролью и немного воды оставлю насовсем в уровне дренажного слоя. Дренажного слоя у меня нет, у меня там именно кокосовое волокно. Также можно
даже нужно листики протереть, пыль заодно смахнуть. Вот в ствол вода попала, тем более нужно воду будет собрать. И полностью весь грунт я его обильно проливаю. И водичку я обязательно собираю, потому что, не дай бог, она там останется и слабую орхидею начнет провоцировать на гниль, стволовую гниль. Это мне уже ни в коем случае не нужно. И все хорошенько промакиваю. И просто-напросто беру и листики ей данным раствором протираю. И чтобы мне весь этот препарат, так скажем, в унитаз никуда не сливать, я просто-напросто сделаю вот так. Орхидейку прям обильно ее пролью. И вот эта вода, которая сейчас стечет, она здесь и останется. И переходим уже вот к этому препарату. Здесь производитель говорит о том, что 20 грамм это целый пакет нужно развести в 1 литре и довести до 10 литров. 10 литров нам, конечно же, много, поэтому на 1 литр нужно будет всего лишь 2 грамма. Так, ну для даже этих двух орхидеек тоже литра будет много, поэтому я беру 0,5 500 миллилитров, то есть 1 грамм препарата. Его нужно тщательно развести в теплой воде, перемешать и выдержать 5-10 минут. И потом уже доводить до нужного объема. Отмерила 1 грамм и развожу в 100 граммах воды. И уже довожу до 500 миллилитров. Хорошенько перемешиваю. Выдерживаю 5-10 минут. Начинаем работать. Так как у меня здесь водичка есть, я ее полностью сливаю, так чтобы мне не задеть ствол. Все, орхидея даже не пошатнулась. Все нормально. Раствор уже готовый, рабочий. И вот так по стенкам, по краю, желательно, чтобы мне мох увлажнить тоже. Я орхидею проливаю и где-то в половину, там сейчас позже вам покажу, до какого уровня я воды буду наливать. И как вы видите, растущие корни, они вот прям тянутся туда, вниз к воде. Чувствуют воду и туда тянутся. Вот столько я воды сейчас налила. И смотрю, видите, вот корешочек, который есть, он находится у меня в воде. И, ну, для меня это неприемлемо. Почему-то я не люблю, когда, чтобы корни находились вот в этом постоянном болоте. И сейчас также буквально немного я воду солью. И определяю вот по этому корню. Да, теперь все нормально. Корень уже у меня не в воде. И дальнейшие действия по поводу вот этой орхидеи. Грунт у нее полностью сухой. Может быть, и данный препарат, он, кстати, осадок, не то что осадок, он, когда растворяется, он потом на дно весь препарат вот этот вот ложится. И я его с помощью принцовки весь перемешиваю. И вот эта орхидея, может быть, ей нужны действительно какие-то стимулирующие препараты. Может быть, ей уже и лечение в плане фунгицидов, того же самого привикура, ей не нужно. Может, хватило бы одной янтарной кислоты, там, циркона, что-то еще, и все. А я здесь ее стараюсь, в общем, привикуром лечить. Думаю, если тот препарат ей не подходит и орхидея, но не растет, значит, что-то я делаю не так. Стоит на реанимационном окне. Вот эти даже орхидеи все откликаются нормально, а это заторможено и все. И тогда думаешь и анализируешь, ну что не так, вот что я для тебя делаю не так. И сейчас попробую, конечно, этим препаратом ее восстановить. И почему я беру не просто янтарную кислоту, а еще именно биологический фунгицид.
Ну, потому что также корневая система в любой момент может дать сбой. То есть корневая гниль может начаться, и чтобы мне это предотвратить, я решила взять вот такой для нее препарат. И просто хорошенько ее здесь проливаем. Можно до конца весь раствор вылить. Давайте еще посмотрим на такой момент. Корешочки. А вот он внизу есть корешочек. Ну ладно, что ж, может быть и тоже влаги, и воды не хватает, поэкспериментирую над ней. То есть, если вы делаете какие-то вот, ну, манипуляции в плане наращивания, реанимации, и если от одних действий, ну, нет никакого результата, нужно, значит, что-то предпринимать другое. Может быть, ей просто-напросто не хватает влаги. И она у меня тут, ну, так скажем, засушенная такая. Поставлю ей маленечко, вот так вот, буквально маленько в поддоне ей воды оставлю. И может быть это именно тот самый процесс, который ей сейчас необходим. И обязательно также листочки той орхидейки, и вот этой орхидейки мне нужно будет протереть. Ну, вот такие манипуляции я над ними провела. Биологические препараты триходерма вириды и субтилиус бациллиус, они живут в грунте 14 дней. То есть раньше сюда именно триходерму заселять уже не нужно. Если необходимо будет совершать какой-то полив, просто водичкой их проливайте, а триходерму уже после 14 дня. И дам вам такое напутствующее слово. Ребят, пожалуйста, вот такие вот тяжело больные орхидеи не выкидывайте. Я наблюдаю за блогерами, в основе, конечно, в Инстаграме. И там есть такой один, ну, блог, все цветение показано, там удобрение, все такое. И там прям даже написано, когда изначально заходишь на страницу, ну, типа приветствие, да, такое. И там прям написано: не оказывая помощь в лечении и в реанимации. И это меня сподвигнуло на то, что человек, скорее всего, либо не заинтересован в этом вообще. Просто есть такие люди, которые, если видят даже вот орхидеи в таком состоянии, они их берут и выкидывают. Вот честно, есть такое, выкидывают, не жалея вообще нисколько ни разу. Либо человек просто не умеет, не хочет, не умеет, ну и что-то в этом роде. Я всегда с орхидеями, за них борюсь, я стараюсь каждой орхидее дать еще один шанс. По каким-то причинам мы сами губим орхидеи, по каким-то причинам орхидеи начинают болеть, либо приходят вот уже болеющие, либо в процессе, когда находятся у вас, так же как у меня, на холодном подоконнике раз и все. И я же не могу сказать о том, что я вас здесь учу, я вам здесь показываю. И вот если видеть вот такую обширную картину на моем канале именно болеющих, реанимирующих орхидей, и новичок может сказать: это что вообще такое? Что за здесь сидит такой учитель, который показывает нам столько много гнили? Это значит и говорит о том, что она не умеет за ними ухаживать. Нет, ребята, я умею за ними ухаживать, я их умею героически спасать. Я орхидеи продаю. И в основе вот это орхидея. Они шли на продажу. Эту орхидейку я оставляла себе. И когда уехала в отпуск в том году, она росла полностью в амхе. Мне ее моя свекровь просто-напросто залила, и случилась корневая гниль. Так что от вот этих всех болезней, ну, никто не застрахован, абсолютно. И если вдруг у вас начинает какая-то орхидейка болеть, спасайте ее. Выкинуть вы всегда орхидею можете. И в пример я всегда привожу именно какой-то человеческий фактор. Когда человек тяжело болен, вот как случилось с моей Дашей, когда уже вот все последние дни, вот эти самые критические, смотрю, вот здесь мох пододвинулся к шее. И все, даже я уже понимала, и врачи уже видели такую картину, что ничем не помочь. Вот как бы они ни старались бороться, и как бы они ни старались ее спасти, ну ничего не сделаешь. И нельзя же такого человека взять и заживо закопать. Ты видишь, что он совсем нисколько не борется, и сил для жизни, для восстановления нету. Можно было бы заживо взять и закопать. А что там за него бороться? Да, все уже, не жилец, грубо говоря. И здесь та же самая картина. Вот на эту орхидею, если посмотреть, ну вот тоже практически не жилец. Все, вот просто бери и выкини. А побороться-то, ребят, можно. Но если у вас нет такого опыта, найдите такого человека, которому вы можете ее отдать, и этот человек вам
Ну, просто даже она ее заберет себе, и она ее восстановит. Поэтому хочу вам сказать, если вдруг произошла такая ситуация, обязательно орхидеям нужно помочь. Их нужно восстанавливать и лечить, и реанимировать. Кто, если не вы? Я думаю, что данное видео было для вас познавательно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И чуть позже буду записывать вам результат, как работает триходерма и работает инсектобактерин, либо не работает вообще. Всем, ребят, всего самого доброго. Всем пока. И что еще хочу сказать. Не всегда мы должны применять какую-то тяжелую артиллерию в плане лечения их и восстановления. Но такие, допустим, как Привикур. Он же намного сильнее, нежели биологические препараты. Я Привикур использую только тогда, когда вижу, что корневая система нестабильна. То есть вот на всех на них я его изначально использовала. Как только я нормализовала ситуацию внутри грунта и вижу, что нет гнилостного процесса, поэтому теперь только лишь беру вот эти биологические препараты. Именно эти биологические препараты, они могут и способны бороться, но именно вот на таких стадиях, когда уже практически все прошло. Только лишь осталось чуть-чуть помочь орхидее. Когда уже, казалось бы, орхидею не нужно лечить тяжелыми препаратами, а можно лишь напросто ей помочь вот такими легкими фунгицидами.